Здравствуйте, друзья! Пентагон официально признал подлинными видеосъемки НЛО. Всем привет, с вами снова я. Министерство обороны США официально подтвердило подлинность кадров видеосъемок, сделанных пилотами ВМФ США, на которых зафиксированы некие неопознанные летающие феномены. 3 видео, о которых идет речь, были сняты в 2004 и 2015 годах с помощью инфракрасных камер, установленных на военных самолетах США. Первая видеозапись показывает инцидент, произошедший в 2004 году. Второе видео и третье видео были записаны в январе 2015 года. Все они попали в сеть после несанкционированных утечек в 2007 и 2017 годах. И с тех пор вызывают все новые и новые всплески интереса к засекреченным Пентагоном кадрам, на которых четко видны неопознанные летающие объекты и слышны переговоры недоумевающих пилотов. Военное ведомство США рассекретило эти видеозаписи еще в августе 2017 года, но теперь решил положить конец разнообразным инсинуациям, поэтому представитель Пентагона в понедельник 27 апреля подтвердил, что съемки являются настоящими. Впрочем, военные по-прежнему считают обнаруженные летчиками объекты неопознанными воздушными явлениями, а не НЛО, и, естественно, не признают их летательными аппаратами каких-то пришельцев. После тщательной проверки ведомство установило, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо чувствительных особенностей бортовых систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неопознанных воздушных явлений, заявил официальный представитель Минобороны США Сьюзан Гофф. Как напоминает CNN, ранее бывший глава программы Пентагона, продвинутая программа идентификации авиационных угроз Луис Элизондо, комментируя эти видеозаписи, заявил, что есть очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки во Вселенной. Эти самолеты, мы будем называть их самолетами, демонстрируют характеристики которых в настоящее время нет ни в арсенале ВВС США, ни у каких-либо иных иностранных ВВС, сказал Элизондо о неопознанных объектах, которые он изучал в рамках программы Пентагона по исследованиям НЛО. Первое видео FLIR-1, о котором идет речь, было снято в 2004 году истребителем ВМФ США FA-18 Super Hornet, выполнявшим тренировочный полет с авианосца Nimitz в одном из районов Тихого океана у побережья Сан-Диего, примерно в 140 километрах от побережья Южной Калифорнии. Пилотам было поручено проверить информацию о неопознанном воздушном судне, за которым в течение нескольких недель следил один из боевых кораблей ВМФ США. В указанной точке пилоты обнаружили продолговатый объект длиной примерно 15 метров, который висел на высоте 20 метров над водой. Он был зафиксирован камерой мультисенсорной электрооптической прицельной системы AN/ICQ-228. При приближении истребителя объект начал набирать высоту, а затем стремительно исчез из вида. «Я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро набирал скорость», уточнил позднее один из пилотов. В 2015 году кадры этих видеосъемок были опубликованы американскими СМИ, но до сих пор Пентагон никак не комментировал их подлинность. Второе видео Gimbal было снято предположительно в 2015 году истребителем ВМФ США FA-18 Super Hornet с использованием усовершенствованной прицельной инфракрасной системы переднего обзора IT-FLIR. Эта система содержит самые современные чувствительные датчики и мощные лазерные дальномеры-целеуказатели. IT-FLIR имеет высокое разрешение и определяет местоположение цели на расстояниях, превышающих 40 морских миль. Вначале пилоты предположили, что это беспилотник, однако дальнейшие наблюдения показали, что объект не один, а их целая группа. И это не беспилотные аппараты, так как это исключало их скорости и маневренность. К тому же температура обшивки этих объектов постоянно менялась, датчики фиксировали то холодные объекты, то горячие. Они резко меняли курс и положение в пространстве, и на их передвижение никак не влиял встречный ветер со скоростью более 60 метров в секунду. Захваченный системой IT-FLIR объект после серии немыслимых маневров вдруг моментально изменил свое положение на 100 градусов и продолжил движение в том же направлении, но перпендикулярно горизонтальной плоскости. Этот маневр никак не вписывался в принципы обычной аэродинамики и мог быть совершен разве что в условиях вакуума. Вообще, видео доказывало, что эти объекты двигаются вопреки законам физики.
Хотя чему тут удивляться, ведь уже доказано, что наши физические законы просто выдумка, и многие не имеют ничего общего с реальностью. Третье видео Go Fast неопознанного летающего объекта было сделано в 2015 году истребителем FA-18 Hornet у восточного побережья США на высоте 7500 метров. Речь идет о двухминутном видео под названием Go Fast, которое было опубликовано в марте 2018 года газетой The New York Times и на сайте TTSA группы исследователей To the Stars Academy of Arts and Science. На кадрах виден неопознанный летающий объект, зафиксированный камерой мультисенсорной электрооптической прицельной системы AN/ICQ-228. Аппарат движется с высокой скоростью, так что камере удается захватить его в прицел лишь с третьей попытки. На видео слышны удивленные возгласы пилотов. «Вау, поймал! Что это за хрень? Вау, что это такое? Ты посмотри, как оно летит!» В Пентагоне уточнили, что до сих пор не могут определить природу запечатленного на кадрах неопознанного воздушного явления. Полные видео с этими НЛО вы можете посмотреть по ссылкам в описании моего видео. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.